Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на октябрь 2025 года для восходящих весов. Для восходящих весов, солнечных, лунных весов. Если вы знаете точное время своего рождения, то вы можете построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. Ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. Если вы не знаете точное время своего рождения или даже приблизительно, тогда под каждым видео у меня прописаны даты, в которые Солнце было в тех или иных знаках, и смотрите тогда прогноз для соответствующей даты. Ну, если вы знаете, в каком знаке зодиака у вас находилась Луна, то можете дополнительно смотреть прогноз для знака зодиака Луны. Также прошу вас не забывать ставить лайки, писать комментарии, делиться этим видео с друзьями. Ваша активность на канале помогает его развитию, помогает мне и стимулирует меня развивать канал дальше. И теперь давайте говорить о тенденциях октября 2025 года для весов. С 3 по 24 октября в вашем первом доме гороскопа будет находиться Меркурий. Меркурий — планета информации, коммуникации, общения, разговоров. И когда Меркурий идет по первому дому гороскопа, мы можем сообщать о себе какие-то важные новости другим людям. То есть что-то у нас в жизни происходит, что мы спешим рассказать другим, чем-то поделиться. Также, когда Меркурий идет по первому дому гороскопа, это бывает признаком поиска работы, когда человек активно ходит по собеседованиям, договаривается, переговаривается. В вашем гороскопе транзит Меркурия по первому дому гороскопа может указывать еще на посещение больниц, на дальние поездки в другие города или в другие страны. А также Меркурий у вас управляет 9-м домом удачи, поэтому во время транзита Меркурия по первому дому гороскопа вы можете почувствовать какое-то облегчение в делах, в некоторых какой-то, может быть, фарт даже, или что-то вот получится у вас, чего вы не ожидали. И это же положение Меркурия в первом доме гороскопа может указывать на то, что вы можете получить какой-то важный совет, какой-то полезный совет. Это может быть отец, учитель, руководитель, наставник, либо какое-то духовное лицо, либо, как в хорарной астрологии представители 9-го дома гороскопа называются ученые люди. Ученые люди — это в том числе астрологи, кстати, какие-то советники, вот люди, которые обладают специальными знаниями, адвокаты, нотариусы — это тоже все ученые люди. Ну и в целом транзит Меркурия по первому дому гороскопа может быть таким еще периодом, когда нужно себя изучить получше, может быть, измерить себя, может быть, обсчитать и так далее. Тенденцию про перемены в работе 7 октября будет полнолуние в вашем 6-м доме гороскопа, в доме труда, рутины, препятствий, врагов, долгов, болезней, но и режима, графика. Поэтому полнолуние в 6-м доме гороскопа может давать перемены в работе, смену работы кому-то из весов, или смену должности, смену режима работы, графика, также смену жизненного графика. Это может быть новое расписание в вашей жизни. Полнолуние в 6-м доме гороскопа может влиять на режим тренировок, режим лечения, режим выплат по кредитам, долговых обязательств, изменений. Если у вас есть наемный персонал, то в таком случае тоже могут быть какие-то перемены и так далее. А с 9 октября по 2 ноября управитель всего вашего гороскопа Венера заходит в 12-й дом гороскопа и будет там находиться в знаке своего падения, что тоже указывает на то, что в работе могут быть перемены, и эти перемены могут быть для вас, если вы работаете, не очень такими, может быть, легкими, не очень такими, может быть, вдохновляющими. Венера указывает на то, что вы можете немного так уходить в себя, немного быть в таком состоянии, когда хочется удалиться от всех, когда хочется больше, может быть, путешествовать, либо находиться в каком-то таком закрытом пространстве, не выходить из дома, допустим. Также транзит Венеры по 12-му дому гороскопа в знаке своего падения может означать
что вы можете посещать больницы, тоже, опять же, вторая тенденция на то, что вы можете посещать больницы, санатории, медицинские учреждения, закрытые организации, может быть, какие-то заводы, фабрики и так далее. И транзит Венеры по 12 дому гороскопа, поскольку это хозяйка всего вашего гороскопа, может указывать на то, что нужно быть пристальнее к своему здоровью, быть внимательнее к своему здоровью. Ну, тут несколько тенденций таких, что вы можете сами, допустим, проходить какие-то обследования, инициировать сами такие процессы. Венера в 12 доме гороскопа способствует какому-то творчеству. 12 дом – это дом сна. И знаете, поскольку Венера в падении, может быть, вы так принудительно будете заставлять себя налаживать, например, свой режим сна. Может быть, он у вас сбился, допустим. Режим, опять же, труда и отдыха у вас очень сильно может меняться по транзитом вообще октября, по нескольким, вот уже первым 3 я назвала, все может указывать на перемены в вашем режиме. Также Венера будет создавать ситуации таких срочных поездок. Не просто поехать, а срочно поехать. Либо поехать для разрешения каких-то старых затянувшихся вопросов, которые, допустим, не давали долго о себе знать, и тут вдруг раз резко сорвался с места и поехал. Это могут быть и путешествия, когда вы покупаете горящую путевку и срочно уезжаете. Ну и из приятного Венера в 12 доме гороскопа, даже в знаке своего падения, все равно она может давать такие события, как фотосессии, видеосъемки, в том числе рабочие, может быть примерка рабочей униформы или создание рабочей униформы. Какие-то творческие процессы в работе тоже могут присутствовать. С 17 октября по 16 ноября в вашем первом доме гороскопа будет Солнце. Солнце повышает уровень нашего эго, повышает нашу заметность. Несмотря на то, что Венера будет в 12 доме гороскопа, Солнце все равно дает такое немножко пробуждение нашей активности, пробуждение нашей яркости, заметности, когда мы хотим заявлять о себе. И транзит Солнца в первом доме гороскопа тоже, если вы ищете работу, может намекать на то, что вы можете в этот период найти работу, либо у вас что-то поменяется в статусе, потому что Солнце как бы обращает на нас внимание. Вообще такие транзиты Солнца по первому дому гороскопа, они могут указывать на какие-то перемены в личной жизни, в том числе, когда что-то происходит значимое у нас, либо у партнеров. Также транзит Солнца по первому дому гороскопа указывает на то, что могут на вас влияние оказывать какие-то группы, сообщества людей. В целом у вас может быть такое, что в октябре какие-то люди могут оказывать на вас влияние, и друзья, и люди по интересам какие-то, коллеги, ну не коллеги по работе, а больше вот такие из каких-то сообществ по интересам. И Солнце указывает еще на получение подарков. Кто-то из весов может получить какой-то статусный, яркий подарок, брендовый подарок. В общем-то, Солнце может давать, например, не украшение, а, допустим, кошелек какой-то, сумочку дорогую, что-то такое. Важное событие: с 18 октября заходит в ваш 10 дом гороскопа Юпитер. Юпитер у нас один раз в год примерно меняет знак, но в этом году такое уникальное явление. Юпитер зайдет на 3 месяца до конца года в ваш 10 дом гороскопа и потом вернется обратно в ваш 9 дом гороскопа. Юпитер в 10 доме гороскопа до 11 ноября будет идти в прямом движении. И что дает транзит Юпитера? Я, конечно, постараюсь записать отдельное видео про транзит Юпитера по знаку зодиака Рак. Что дает транзит Юпитера по 10 дому гороскопа обычно? 10 дом – это дом статуса, дом нашей общественной деятельности. И Юпитер в 10 доме гороскопа, он расширяет количество событий, связанных с нашим статусом. Возможно, вы озаботитесь каким-то статусом, будете оформлять документы. Это и визы, это и паспорта, это и свидетельства о браке, это и удостоверения там, пенсионные. Вот все в таком роде, что дает вам статус, это может начаться по Юпитеру. Но дело в том, что потом Юпитер станет ретроградным, и, возможно, вы начнете забросить, а возможно, вас просто посетит какая-то идея. Также транзит Юпитера по 10 дому гороскопа в целом обычно благоприятен для работы, для расширения влияния в работе, для вашего фокуса на работу, на то, что вы делаете, но не только работу, общественные дела, общественные задачи какие-то. То есть вы можете участвовать в качестве волонтера где-то, либо участвовать в каких-то мероприятиях
мероприятиях, которые проводятся для всех. То есть чаще выбираться из дома, это тоже по транзиту Юпитера в 10 доме гороскопа. Также в 10 доме Юпитер у вас дает такие события, как переподписание каких-то документов. Возможно, вы будете вести социальные сети по работе, возможно, вы будете много работать руками, много ездить в командировки. То есть поездок тоже количество в работе может очень сильно увеличиться. Но опять же, эта тенденция будет на несколько месяцев. И может быть еще такое, что может кто-то из весов работать в этот период с друзьями, с братьями и сестрами, либо очень много нужно будет писать еще по работе. Могут какие-то люди вмешиваться в вашу работу. То есть вы работаете, а кто-то постоянно вам говорит, ты делаешь не так вот, а вот так вот надо. То есть все равно будут какие-то тенденции вмешательства других людей, и, возможно, даже на ближайшие 3 месяца вам нужно будет исправлять какие-то ошибки рабочие. Ну и Юпитер еще из этого положения влияет на 4-й дом недвижимости и транспорта, поэтому какие-то перемены могут созреть для того, чтобы, допустим, переехать, либо для того, чтобы купить жилье, либо для того, чтобы сделать ремонт. Мысли, как минимум, такие могут появиться. 21 октября состоится новолуние в 1 доме гороскопа. Новолуние в 1 доме гороскопа опять про статус, про работу, про имидж, про репутацию. То есть что-то новое. И что-то новое может быть в личной жизни, либо у ваших партнеров. Это может быть и новая команда, это может быть у партнера какие-то перемены в работе, либо... Но новолуние, оно не всегда дает значительные результаты. Это может быть что-то мелкое, рядовое событие, но оно вот происходит обычно в районе новолуния, то, чего мы ждем, то, над чем мы работаем, то, над чем мы стараемся и так далее. А с 24 октября по 23 ноября Меркурий будет идти по вашему 2 дому гороскопа. Меркурий во 2 доме гороскопа всегда дает очень много обсуждения финансовых вопросов. И у вас может быть даже такое, что у вас будут переговоры, если вы в найме работаете, переговоры с руководителем по поводу уровня оплаты труда. Но опять же, если это долгий процесс, допустим, рекрутации, то есть найма, тогда такие вот могут быть переговоры про уровень оплаты труда. И может быть в целом разговоры об уровне ресурсов, попить витаминов, там что-то про зрение, про зубы, допустим, у вас могут быть какие-то планы, и вы об этом будете разговаривать, узнавать. Меркурий может давать такую, знаете, навести порядок в финансах, по крайней мере, попытаться там таблицы какие-то составить и так далее. Также Меркурий указывает на поступление денег от иностранцев, либо из другого города, из другой страны, что вам могут приходить какие-то доходы. И еще Меркурий во 2 доме гороскопа может давать много переговоров, много общения, даже не переговоров, много общения с родителями. Если вы учитесь, то могут быть получение стипендий, улучшение стипендий, то есть улучшение каких-то выплат от государства, и это в том числе может быть повышение уровня стипендий, либо какая-то повышенная стипендия в этот период. И с 24 октября по 7 декабря Марс зайдет в ваш 2 дом гороскопа, а вот тут вот уже ситуация по финансам накаляется, то есть если у вас есть переговоры, будут переговоры какие-то по деньгам, то транзит Марса во 2 доме гороскопа может указывать на ваше недовольство тем, что вам предлагают, и могут быть какие-то конфликты по поводу денег. В целом речь наша становится раздражительной по каким-то поводам, мы начинаем больше, может быть, хуже питание становится часто тоже у людей, когда идет Марс по 2 дому гороскопа, то есть сбивается режим питания, человек начинает быстро есть на ходу, возможно, у вас будет много дел, с которыми нужно будет справляться. Также транзит Марса по 2 дому гороскопа может указывать на лечение зубов, зрения, это вот такое стоматологическое, хирургическое, может быть, какое-то вмешательство, на то, что могут быть спонтанные траты, импульсивные траты, на то, что могут деньги в этот период тратиться просто вот в лед, знаете, когда Марс идет по 2 дому гороскопа, вот просто на все. Хочется и то, и то, и то, закрыть все дыры, и вы сами не замечаете, как растрачиваете свой бюджет. А также еще транзит Марса по 2 дому гороскопа может указывать на разлуки какие-то в отношениях и на то, что могут быть какие-то финансовые тоже вопросы с партнерами, что, может быть, ваши партнеры даже каким-то образом могут помогать вам финансами. И 2 дом — это у нас дом лор-органов, поэтому могут быть
простудные заболевания, старайтесь вот действительно подготовиться, потому что для вас это как будто бы сезон такой простуд, сезон заботы о здоровье, сезон повышения иммунитета начинается, октябрь, ноябрь, когда вы будете пристальное внимание на это обращать. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на октябрь 2025 года для весов, восходящих, солнечных, лунных. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.